Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такую шикарную повязку на голову. Вот с очень красивой косичкой посередине. И эта повязка вяжется очень легко и просто. Вот ширина моей повязки 8 сантиметров. Ширину вы можете регулировать самостоятельно. Главное, чтобы вот по боковым частям было четное количество столбиков с накидом. Их можно, в моем случае, их по 8 штук по бокам. Вы можете сделать как больше, чем 8, так и меньше. Но главное, чтобы это было четное количество. Также все будет зависеть от толщины вашей пряжи. Также может повязка быть как уже, так и шире, в зависимости от того, вот какую толщину вы возьмете своей пряжи. И начнем вязать такую повязку. Вязать повязку я буду вот такой пряжей. Здесь вот в 100 граммах 180 метров. И крючок буду использовать номер 3,5. И теперь набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот такая цепочка. Теперь для поднятия нам нужно сделать еще 3 воздушные петли. 2, 3. И теперь вот в 4-ю воздушную петлю провязываем столбик с накидом. И теперь вместе вот с воздушными петлями для подъема нам нужно провязать 8 столбиков. Вот считаем 1, 2. Столбики вяжем с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы их провязали 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это половина. Теперь провязываем цепочку из воздушных петель. Нужно нам их провязать 15 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот такая цепочка. Далее нам нужно провязать снова 8 столбиков с накидом. Вот я показываю в следующую воздушную петлю. Вот она, следующая. Провязываем столбик с накидом. Этот хвостик можно сразу вот вязать в наше вязание. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Теперь этот хвостик подтягиваем, который мы ввязываем. Вот что у нас получилось. Теперь будем вязать второй ряд. Вязать повязку мы будем поворотными рядами, потому вот для подъема делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. Этот хвостик мы потом отрежем и будем провязывать за заднюю стенку наших столбиков с накидом в предыдущем ряду. Вот как мы это будем вязать. Сделали накид. Вот первый столбик мы из первого столбика мы вот вывязали воздушные петли для подъема. Значит, вот во второй за заднюю стенку и провязываем столбик с накидом. Снова сделали накид. И вот за заднюю полупетлю в предыдущем ряду мы провязываем столбик с накидом. Таким образом у нас будет получаться рельефный узор. И тоже провязываем 8 столбиков вместе с воздушными петлями для подъема. Вот пересчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Теперь вот мы дошли до цепочки. Эту цепочку будем обвязывать столбиками без накида и вяжем их 15 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот так обвязали. Далее снова за заднюю стенку нам нужно провязать 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот там, где у нас были воздушные петли, провязываем тоже столбик. Вот так. И это 8-й столбик. Вот мы провязали 2 таких ряда. Снова 2 воздушные петли для подъема. Развернули вязание. За заднюю стеночку вот столбика в предыдущем ряду снова провязываем 8 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Теперь цепочка из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сделали накид. За заднюю стенку провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й столбик
воздушные петли для подъема. Вот так смотрится на данном этапе наше вязание. И сейчас 2 воздушные петли для подъема, разворот, и за задние стеночки в предыдущем ряду, вот за столбики, провязываем 8 столбиков с накидом. Вязать эту повязку очень легко, потому что мы будем повторять всего 2 ряда в нашем вязании. Так, вот провязали 8 столбиков, дошли до воздушных петель и здесь провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот провязали. И снова 8 столбиков с накидом за заднюю стенку. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот что у нас получается. Вот так. И далее нам нужно, сейчас я ниточку отрежу. Вот. Вот такой рельефный узор, как вы видите. И далее мы повторяем в нашем вязании вот только 2 ряда. Вот провязываем 8 столбиков с накидом, воздушная цепочка из воздушных петель 15 штук, снова 8 столбиков с накидом, разворачиваемся, провязываем 8 столбиков с накидом, 15 столбиков без накида и 8 столбиков с накидом. Столбики с накидом всегда провязываем за заднюю стенку. И вот так вяжем далее наше полотно. Вот так выглядит вот моя повязка. Чтобы узнать, какая нужна длина, это прилаживать можно к объему головы и смотреть, достаточно вы связали или нет. И я советую вот не отрезать ниточку до тех пор, пока мы с вами вот в средней части не сплетем косичку, потом еще раз приложить к голове и посмотреть, достаточно ли вы связали или нет. Если будет коротковато, то значит можно будет еще довязать. И вот покажу, как будем сплетать косичку по центру. Вот у нас первая петелька. И вот через эту первую петельку, и вот вторая петелька. И вот вторую петельку пропускаем вот так через первую и подтягиваем. Теперь берем следующую петельку и тоже так вот аналогично пропускаем через серединку и подтягиваем. Снова вот у нас получилась петелька. Взяли следующую и пропустили. И так довязываем до конца. В этом нет ничего сложного. Видите, как все красиво получается. И вяжется очень просто. И вот когда мы довязали до верха, вот такая красивая коса по центру нашей повязки. И теперь можно взять еще раз сантиметр и вымерять, какой длины получается ваша повязка. У меня это вот 48 сантиметров.
Для меня этого будет достаточно. Вы будете тоже вымерять, если вдруг, еще раз повторюсь, что коротковато, то значит вы сможете вот здесь довязать. Если вас все устраивает, отрезаем вот эту вот ниточку. И теперь нам нужно сделать застежку. Мы возьмем вот пуговицу из того края, с которого вот начинали вязать, пришьем пуговицу. Можно брать как нитки теми, что вы вязали, или брать тоненькие нитки, вот как я взяла, и пришиваем пуговицу. И вот после того, как пришили пуговицу, складываем вот нашу повязку. И на вот эту петельку, которая у нас осталась верхняя, застегиваем пуговицу. Вот так смотрится с изнаночной стороны. И вот какая шикарная повязка смотрится с лицевой стороны. Та, что будет находиться непосредственно вот спереди. Это вот сзади будет спрятано под волосами. А это вот спереди. Вот такая красота. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.